Здравствуйте, друзья! Меня зовут Агуреева Александра. Я рада вас приветствовать на своем канале. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Сегодня мы будем с вами говорить про то, как перестать страдать. А точнее, про то, как мы сами организовываем себе страдания, как мы растягиваем свою боль во времени и удерживаем себя в своих негативных эмоциях. Давайте разбираться. Есть первичные эмоции и есть вторичные эмоции. Первичные эмоции у нас в сновидениях, а в повседневной жизни первичная эмоция – это эмоция, которая возникает в ответ на какую-то ситуацию. И самое главное, по интенсивности эта эмоция соответствует ситуации. Если вы поранили палец, возможно, вам больно, вы немножечко расстроитесь, может быть, немножечко всплакнете, и эта эмоция сойдет на нет через какое-то время сама собой. Вы это прекрасно знаете. Но есть другая эмоция. Вторичная эмоция. Как определить, что эта эмоция вторична? Ее интенсивность ситуации, произошедшей, не соответствует. Вы порвали колготки, и у вас начинается истерика, потому что помимо того, что вы порвали колготки, вы думаете: божечки, какая несчастная, и какая несчастная вся моя жизнь. Еще и колготки порвала. То есть к этой ситуации вы присобачиваете, прилепливаете огромное количество другого негатива, каких-то других уйма ситуаций, совершенно не разбираясь, и испытываете эмоцию не из-за того, что вы порвали колготки, а из со всей своей этой несчастной якобы жизни. В таком состоянии мы, естественно, сами в отчаянии. В отчаянии наши близкие, потому что если мы испытываем первичную эмоцию, которая соответствует ситуации, это вызывает сочувствие у других людей. Если же мы испытываем вторичную эмоцию, другие люди рядом с нами испытывают ощущение бессилия, то есть они не способны с этим что-то сделать, этой всей вашей жизнью несчастной, которую вы приплетаете. И злость, соответственно, из-за собственного бессилия, но и из-за того, что эта ваша вторичная эмоция случилась в отношениях. Я уже приводила этот пример, но он очень здорово иллюстрирует и эту нашу вторичную эмоцию. Женщина видит, что ее мужчина, возможно, ее муж, пригубил бокал вина, и у нее начинается истерика, она на него кричит, говорит: мы же договорились, что ты вообще не будешь пить, и так далее. Ее всю трясет. Понятное дело, что в реальности ничего не происходит, мужчина выпил всего лишь бокал вина. Но у этой женщины, например, пил отец, был запойный, она жила в такой несчастном детстве, в трудной семье, и она к этому небольшому моменту всю остальную свою жизнь, все свое прошлое прикрепляет и испытывает эмоцию по поводу, на самом деле, прошлой ситуации. Не сейчас это все происходит. И на месте своего этого мужчины она видит на самом деле не его, потому что у него проблем с алкоголем, возможно, нет. Она видит своего отца, свою несчастную семью. Что в этот момент испытывает ее мужчина? Недоумение, удивление, бессилие, злость. Потому что это не он. Потому что он еще ничего не сделал. Или женщина испытывает недоверие и страх перед всеми мужчинами. И это не соответствует ситуации, потому что каждый конкретный мужчина, которого она встретила, он ей еще ничего не сделал. Но у нее за спиной была череда неудачных отношений, череда, например, неудачных браков, и она уже заранее боится, она уже заранее считает, что все мужчины опасны. И это вторичная эмоция. И это то, каким образом мы организуем себе страдания. В настоящем моменте страдания всегда точечно, крошечно, это скорее просто боль. Но мы в каждую конкретную ситуацию входим не с пустыми руками, мы входим со своим опытом. Но на самом деле это наш выбор. Этот опыт мы можем и отбросить. Мы можем постоянно возвращать себя в реальность. И это то, что нужно делать в этот момент. Есть разница внешняя в том, как переживаются эти эмоции. Когда эмоция первична, вы расстраиваетесь, переживаете или злитесь с открытыми глазами. Когда эмоция вторична, вы как будто бы не здесь и не сейчас. У вас становится такой остекленевший взгляд, обращенный внутрь себя или в глубину веков вашего прошлого. Вы не здесь, и вы можете даже закрывать глаза. Вы плачете, вы в истерике, и все это с закрытыми глазами, потому что вы погружены в какие-то свои фантазии, в свое прошлое, внутрь себя. Вы не присутствуете в том, что происходит сейчас. А сейчас потому что ничего не такого эдакого не происходит. Вы переживаете по прошлому.
И тогда то, что первое вы делаете, вы открываете глаза. Вы возвращаетесь в реальность. Вы смотрите, что окружает вас, какие вещи вас окружают. Вы обнаруживаете себя сидящим в тепле и уюте, в безопасности вообще-то. Хотя вам кажется, что жизнь как будто вам угрожает. Она угрожала вам там. Возвращаемся в реальность. Это определенный труд. Заметить и вернуть себя. Каждый раз переживать ситуацию как новую. Вернуться к первичной эмоции. И вы это можете. Это просто выбор. Заметить и сделать по-другому. И решение, да. Позаботьтесь о себе в этом. И вы перестанете бесконечно страдать. Обращайте внимание, прошлое уже было, оно уже прошло. Все. Вы переживаете то, что есть сейчас. И эта эмоция уйдет сама собой. И тогда с этим можно что-то делать, потому что только с реальностью вы можете что-то сделать. С прошлым уже нет. Уже все. Вы можете взять себе отдельное время, когда вы оплачиваете свою жизнь, будете оплакивать и горевать. И если вы дадите себе такое время, очень скоро вам перестанет хотеться это делать. Это такое довольно нудное занятие, его нельзя бесконечно прокручивать. Но перестаньте вот это вот прошлое постоянно носить с собой. Оно уже было. А что если сделать эксперимент, как будто каждые 10 секунд для вас настоящее и прошлого не существует. Каждые 10 секунд вы можете сделать новый выбор, вы можете поступить по-другому. Иногда очень полезно каждый раз заново как будто бы создавать образ своего «я». Да? Не я большое с вот этим всем опытом, а вот я прямо сейчас создаюсь. Я каждый раз могу определять себя по-новому, я каждый раз могу замечать себя новое, тогда я каждый раз могу действовать по-новому. Не определять себя через предыдущий опыт. И не прикреплять, не подтягивать каждый раз все это к текущему моменту. Попробуйте. Здесь важна тренировка. Здесь важно наблюдать за собой. Посмотрите, тренируйтесь, тестируйте. И однажды у вас начнет получаться. Тогда вы поймете, что страдание – это выбор. Боль, она кратковременна. А все остальное – это то, как мы обращаемся с этой болью и со своими чувствами. Ну и я приглашаю вас в психотерапию, чтобы научиться адекватно реагировать, чтобы научиться наилучшим образом располагать себя в жизни, чтобы научиться проживать свое, чувствовать свою силу. Я могу, я способен влиять, я взрослый. Сделать себе подарок, сделать себя лучше, научиться. Никто из нас не рождается все умеющим. Но мы уже взрослые и можем позаботиться о себе сами. И это просто решение, которое мы можем принять. Всего вам доброго. До новых встреч. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А еще буду рада, если вы оставите что-нибудь в комментариях. Это всегда очень приятно автору. До свидания.